Всем привет! Вы на канале DevKitchen. С вами Егор. Если вы в последние недели заглядывали на канал и думали: ну все, Егор ушел в закат, то спойлер, я никуда не ушел. Я просто переосмысливал, а куда вообще дальше идти. И вот теперь выхожу из этого режима с новостями. Я начинаю разработку игры. Да-да, снова. Только на этот раз не в формате «я один на кухне», а дедлайн где-то в параллельной вселенной. А в формате, где есть понятный процесс, люди вокруг и нормальная дисциплина. Но начнем по порядку. Что же со мной происходило? Я писал об этом в своих постах, но если вы их не читали, залетайте в Telegram. Суть простая. Я поймал состояние, а куда мы дальше едем. Вроде опыт накоплен, и инструментов море, и идеи есть, но дизайнерской экспертизы нет, и все как-то не клеится. И в какой-то момент я понял, что мне нужно прокачаться в геймдизайне. И не на уровне «прочитал статью, стал мудрее», а на уровне осмысленной практики. Клуб Вовы Ковтуна. Спустя какое-то время я внезапно наткнулся на геймдизайнерский клуб Вовы Ковтуна. И скажу честно, я туда вступал без каких-либо особых ожиданий. Но, как говорится, искал медь, а нашел золото. Формально это начиналось как маленький клуб для геймдизайнеров. А по факту это превратилось в постоянно растущее сообщество, где уже больше 100 людей, которые реально хотят делать хорошие игры. И там не только дизайнеры, там и программисты, и вообще все, кто хочет развиваться в этом направлении. Люди общаются, помогают друг другу, делятся опытом. А Вова реально тащит. Отвечает на вопросы, делает разборы игр, документаций, решений. И это тот редкий случай, когда вот клуб, сообщество, наставничество — это не просто слова из презентации, это рабочая штука. И если вам интересна разработка игр, вы хотите потянуть свои дизайнерские навыки и лучше понимать, почему игра работает или не работает, то залетайте. Ссылки, как обычно, оставлю в описании. Так, что у нас дальше по списку? Как все начиналось? В какой-то момент у Вовы родилась идея сделать в рамках клуба игру. И не просто «а давайте помечтаем», а построить процесс и на практике показать, как это делается. От задумки до результата, который не стыдно показать людям. Я немного подумал и присоединился. Разработка началась. У нас уже расписан родмап и взят в работу первый майлстоун. И это не мы когда-нибудь сделаем, а вполне конкретные шаги, которые можно закрывать, проверять и двигаться дальше. Кто за что отвечает? Чтобы у всего этого был шанс дожить до релиза, мы разделили роли. Вова участвует как Product Owner. Он формирует видение, собирает требования, выстраивает логику продукта и пишет документации. Я же участвую как Project Manager и Dev Lead. Я отвечаю за планирование, организацию разработки и за то, чтобы кодовая база не превращалась в музей случайных решений. Ну и пишу код, само собой. Я уже настроил доску с задачами, расписал workflow для проекта, перенес свои старые наработки в новый проект и активно пилю основу. Часть вещей у меня уже давно обкатана. Архитектурные подходы, организация проекта, инициализация, техническая дисциплина. Только теперь это все будет работать не в вакууме, не в каком-то абстрактном generic проекте, а в рамках конкретной игры. Где все это будет жить? Когда придет время, мы создадим страницы в Steam и на Itch. И да, хочется, чтобы вы могли участвовать не только морально. Плейтесты будем устраивать максимально доступно. В идеале прямо в браузере. Чтобы вы могли спокойно зайти, попробовать и сказать: вот здесь здорово, а здесь не очень. А дальше классика здорового продукта. Держим связь с игроками, собираем фидбэк, делаем игру лучше. Что дальше будет с каналом? Теперь про канал, потому что это важный вопрос. Формат останется тот же. Просто теперь все будет делаться в контексте новой игры. Я продолжу рассказывать про архитектуру, подходы, решения и все то, что помогает проекту жить, развиваться и не разваливаться. И да, старые видео остаются актуальными. Я никуда не выкидываю накопленный опыт. Если вы их еще не смотрели, обязательно загляните. Там и про начало разработки, и про внедрение зависимостей, и про инициализацию приложения, и про генерацию ассетов с помощью искусственного интеллекта. И еще много всего не очень душного, но очень полезного. У меня уже есть материал для нескольких новых роликов, и даже расписано несколько сценариев, так что канал не умер. Вова. И еще важный момент. У Вовы также есть свои каналы, и на YouTube, и в Телеграме. Там он будет рассказывать про эту же игру, но с другой стороны, с точки зрения дизайна и продюсирования. Так что если вам интересно, почему мы принимаем те или иные решения, как выглядит работа с требованиями, с балансом, с приоритетами и вообще дизайн игры в реальном времени,
Обязательно подпишитесь и на него. Ссылку я тоже оставлю в описании. Заключение. В общем, официально. Мы стартуем разработку игры. И если вам интересно наблюдать путь с нуля до релиза в Steam, видеть не только успехи, но и нормальные рабочие процессы, проблемы, решения, компромиссы, оставайтесь с нами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Залетайте в мой Telegram, в Telegram Вовы, подписывайтесь на его канал тоже. Там будет больше закулисья и быстрых апдейтов. Если хотите двигаться в геймдеве вместе с людьми, которым это реально важно и интересно, загляните в клуб Вовы. Ссылку я тоже оставлю в описании. А я пошел писать код. Майлстоун сам себя не закроет.